Всем привет! Сегодня будем изучать слоты в Spine. Как я уже говорил в предыдущем видео, слот – это контейнер для вложений, в котором в каждый момент времени может быть видно только одно вложение или ни одного. На первый взгляд сложно понять, зачем они вообще нужны, если можно привязать изображение прямо к кости. Слот – это такая невидимая коробка, которая может быть вложена в кость. А вот в эту коробку вы уже насыпаете, что хотите. В слот можно вложить сразу несколько вложений, одного или разных типов. Это могут быть изображения, маски пути, скин-плейсхолдеры и кости point. Слот является только концептуальным, он не имеет позиции и не рендерится. И когда вы перемещаете по вьюпорту слот, вы перемещаете именно содержимое этого слота, но не сам слот. А вот вложение, видимое для слота, может быть анимировано. То есть в любой момент времени вы можете включать или выключать то или иное вложение и записывать эти переключения в анимацию. В Spine есть такое понятие, как порядок отрисовки. Он представляет собой список, называемый Draw Order, в котором слоты, находящиеся выше, будут отрисовываться поверх слотов, которые находятся ниже. Если вы работали с такими редакторами, как Photoshop, то вам, в принципе, должна быть понятна данная логика. Как и слоты в Photoshop, чем выше слот в списке, тем условно ближе к вам он находится. Таким образом, это своеобразная такая третья ось Z. Чтобы перейти к списку Draw Order, нужно открыть соответствующее меню. Сегодня на нашем уроке присутствует такой парень с молотом. Так представьте, что у вас в слоте находится оружие для персонажа. Вот здесь я обозначил кость как меч. Давайте перейдем в эту кость, посмотрим в слот и найдем там три вложения. Это изображение с оружиями. Но так как в Draw Order отображается только слот оружия, список остается кратким, даже если у скелета будет тысячи видов оружия. Они все будут находиться в одном слоте и не будут создавать какой-то хаос в вашем Draw Order. Таким образом, вы сможете переключаться между оружием в любой момент, просто выключая и включая нужное для вас оружие. И этот параметр анимируется. Вы, конечно, можете расположить каждое оружие в отдельный слот, но тогда это может сильно затруднить работу над проектами, так как вам придется делать действия, которые можно избежать, запихнув все оружие в один слот. Одна кость может содержать сколько угодно слотов. Например, у нас есть очень простой персонаж, который содержит в кости под названием Belly. Это наш такой торс. Такие слоты, как Belly и Shirt. Это рубашка и живот. Здесь вы можете увидеть на картинке, что относится к Belly. Это вот у нас живот такой. А также вот это наша условная рубашка. И два этих слота находятся в одной кости под названием Belly. А вот кость Pants содержит слот Pants. И это слот с вложением таких, грубо говоря, штанишек наших. И логично предположить, что рубашка и штаны должны располагаться выше живота. Так вот, иерархия костей никак не связана с иерархией слотов. Поэтому на одной кости может находиться сколько угодно слотов, которые будут расположены в нужном для вас порядке. Как вы видите здесь, наши pants находятся выше живота, а также наша рубашка тоже находится выше живота. Хотя живот и рубашка находятся на одной кости. Давайте поговорим про изменение порядка слотов. Слоты можно перетаскивать непосредственно с одной кости на другую. Таким образом можно поменять родительскую кость для слота. Допустим, я могу перетащить рубашку на какой-то любой другой слот, и теперь слот с рубашкой относится именно к кости body. Грубо говоря, сейчас ничего не поменялось для вас, но если я начну поворачивать кость, на которой до этого была рубашка, вы видите, что рубашка осталась на месте, и она не двигается. Она будет поворачиваться только с костью, к которой привязан данный слот. Порядок отрисовки в таком случае не меняется. Все как было, так и осталось. Данная рубашка, если посмотрите в Draw Order, она также осталась на своем месте, а живот на своем месте. То есть в Draw Order ничего не поменялось. Вы всего лишь поменяли родительскую кость для слота. Если в этом есть необходимость, это можно сделать. Но сделать это можно только в сетапе. В режиме анимации вы не можете перемещать слот из одной кости в другую. А вот чтобы изменить порядок отрисовки вложений в скелете, нужно в Draw Order перетащить необходимый слот на нужное место вверх или вниз списка. Это уже можно совершать и в режиме Setup, и в режиме анимации. То есть здесь мы видим, что у нас появляются стрелочки вверх-вниз, и таким образом мы можем перетащить голову куда угодно. Грубо говоря, даже давайте перетащим ее за оружие, чтобы вы поняли, как это работает. Либо поменяем наши руки, перетащим руки наверх, чтобы они появились над рубашкой. Вот, видите, теперь они находятся над рубашкой, и таким образом мы поменяли последовательность отрисовки нашего персонажа. Эти вещи анимируются, то есть вы можете в режиме анимации задать ключи, чтобы в нужный для вас момент нужный слот переместился в нужное место. Давайте отменим наше действие. Когда вы импортируете объект анимации из Photoshop в Spine с помощью скрипта, то все слои или группы будут включены в слоты и расположены в Draw Order в таком порядке, в котором они находились в Photoshop файле, что очень даже упрощает сетап сцены. То есть вам не нужно будет перемещать слоты в Draw Order после импорта их из Photoshop, при условии, что в Photoshop они находились на правильных местах, в правильном порядке. Сортировать слоты можно еще одним способом, если использовать кнопку фильтра в верхней части нашей иерархии, чтобы скрыть кости и вложения, оставив видимым только слоты в иерархии. Таким образом, вы имеете, так сказать, быстрый доступ к слотам, просто включив фильтр и переместив в нужное место необходимый слот. Если вы думаете, что я ленивый и ленюсь нажать на кнопку Draw Order и посмотреть, что там находится, то я вас огорчу, потому что бывают скелеты, когда их раскрываешь, там такое полотно, что листать и листать. Поэтому для быстрого доступа к ним можно просто нажать сверху в иерархии на фильтр слота, и тогда быстро поменять все, что вам нужно. Это очень упрощает работу, если честно. Обычно, когда вложение выбрано в окне просмотра, то оно также выбрано и в дереве. Сейчас я нажму кнопку выбора.
и смогу выбирать наши вложения. Так вот сейчас у нас включен фильтр, и я автоматически выбираю вложение, я выбираю слот, и я вижу, где находится этот слот в иерархии. Если я отключу фильтр слота, то я буду выбирать уже конкретно именно вложение, то есть наше изображение в данном случае. Давайте сейчас поговорим о свойствах слотов. В режиме сетапа слот имеет свойство настройки цвета и режима наложения. Цвет слота не окрашивает вложение слота. Он, так сказать, накладывает такой своеобразный цветовой фильтр. Если быть точным, то это больше всего похоже на режим наложения Multiply в Photoshop, если вы знаете, о чем это. А также управляет прозрачностью этого фильтра. При нажатии на иконку цвета появляется меню, окошко, в котором вы можете выбрать цвет наложения. Вот как вы видите, я выбираю красный цвет, но наши штаны почему-то стали практически черными. Это из-за того, что когда красный накладывается на синий в режиме Multiply, он превращается в черный. Также вы можете управлять прозрачностью самого слота, уводя альфу в самый ноль. Вдобавок к этому цвет и прозрачность можно анимировать, то есть менять цвет объекта во времени. Вложения также имеют свой собственный отдельный цвет, но он не может анимироваться и настраивается только в сетап-моде. Тут вы можете тоже поменять цвет на какой вам угодно, но он опять же накладывается в режиме Multiply, так что это не совсем удобная опция. Ее можно использовать в некоторых ситуациях, это рабочий инструмент, но я использую эту опцию очень редко в своей работе. Если включить панель «Цвет слота», то вы увидите цветовое колесо, которое позволяет менять цвет быстрее, чем нажимая на кнопку цвета и выбирая нужный цвет. При выборе цвета вы можете также поменять прозрачность наложения цвета. Дальше по списку у нас идет опция Checkbox Tint Black. Данный чекбокс для слота вызывает появление второй кнопки цвета, которую также можно настраивать. Функция Tint Black позволяет тонировать темные цвета изображения отдельно от светлых. Данная опция значительно расширяет редактирование цвета в Spine. Главное хорошо в ней разобраться, вы можете попрактиковаться в этом самостоятельно. Давайте ненадолго перейдем в режим анимации и посмотрим на опцию цвета там. Как мы видим, добавилась функция разделения. Если она активна, то можно независимо друг от друга менять прозрачность и цвет слота. Данным ключом мы будем менять прозрачность, а данным ключом мы будем менять цвет. Например, сейчас я выставил ключ для цвета, вот он стоит. И давайте выставим также ключ для прозрачности. Вот здесь подписано, что это альфа-ключ, а это RGB-ключ. Давайте переместимся на 10 кадр и уведем ключ альфы в полную прозрачность. Нажмем ОК. Таким образом, с нулевого кадра по 10 наш слот становится прозрачным. Вы должны понимать, что установка альфы в 0 для того, чтобы сделать вложение невидимым, не является самым эффективным способом скрыть вложение. Большинство игровых движков тратят столько же усилий на рендеринг изображения с нулевой альфой, сколько и на рендеринг изображения, которое можно увидеть. Поэтому лучше всего именно скрыть вложение, нажав на точку видимости вложения, вот здесь. И когда мы его скрываем, у нас появляется ключ, который указывает на то, что это вложение было скрыто. Таким образом, после 10 кадра, на следующем кадре 11, наше вложение скрывается. Когда точка видимости вложения не активна, то есть вот эта скрепка не горит, то вложение не вычисляется, не рендерится. Опять же, нужно понимать, что выключение и включение вложения происходит в один кадр. Если мы здесь подвинем нашу альфу тоже на один кадр, то мы сделаем то же самое практически, за исключением того, что между кадрами у нас все равно происходит уход альфы в ноль постепенно. Так вот, если вам нужно плавно скрыть какой-то объект, вы изначально уводите этот объект в альфу постепенно, а потом следующим кадром выключаете этот объект. Таким образом, вы экономите ресурсы движка и делаете все правильно. Конечно же, это нужно делать, если необходимо. Если у вас нет такой необходимости, вы можете скрывать изображение за один кадр. В этом тоже ничего нет плохого. То есть вот у нас был кадр 10, и на 11 кадре просто исчез изображение наших штанов. Возвращаемся в режим Setup и находим опцию Blending. Данная функция наложения управляет тем, как пиксели вложения слота сочетаются с пикселями, расположенными ниже. Работает эта функция так же, как и в Photoshop. Если мы здесь поменяем в слоте режим наложения на Additive, то вы увидите, что поменялся режим смешивания вложения, именно самого вложения. По умолчанию у нас установлено режим наложения Normal. Ну и если вы откроете это меню, вы увидите 3 дополнительных режима наложения: Additive, Multiply и Screen. Все они работают так же, как и работают режимы наложения в программе Photoshop. Режимы наложения, отличные от Normal, могут повлиять на производительность некоторых игровых движков. Нередко сталкиваешься с требованиями избегать режимов наложения при работе. Но это больше касается каких-то специфических движков. Такие движки, как Unity и Unreal, поддерживают все режимы наложения Spine. Сейчас поговорим о скрытии слотов. В прошлом уроке мы обсуждали скрытие костей. Так вот, со слотами та же история. Вы можете скрывать слот, нажав на точку видимости слота в иерархии. Но тут снова важно отметить, что если слот скрыт, то вложения для него не будут рендериться во вьюпорте и не будут отображаться при экспорте изображений или видео. Однако, если сделать это в режиме анимации, то вложения слота все равно будут отображаться при экспорте данных. Сейчас я продемонстрирую то, о чем я говорю. Включу назад слот в режиме сетапа, перейду в режим анимации, и мы увидим в меню просмотра полностью готовый наш персонаж, то есть все части присутствуют. Если я сейчас отключу здесь слот, в вьюпорте вы его не увидите, но в просмотре он отображается. Это значит, что данный слот будет экспортироваться. То есть вы можете скрывать слоты для удобства работы над ними.
Главное потом не забывать вернуть их видимость, если в этом есть необходимость. Ну что ж, на этом, наверное, все на сегодня. Если вспомню что-то еще про слоты, обязательно расскажу. В следующем уроке мы поговорим о вложениях типа изображения. Всем пока!